Любителям продолжения привет, остальным класс убийц 2. Лайк, подписка, комментарий, поехали! Проехали. Прошли летние каникулы, у ребят, на которых возложена миссия по спасению человечества от учителя Кора, остался всего год. Но в честь последнего дня отдыха, так и быть, можно устроить тест на храбрость. Если проще и точнее, все не более чем попытка свести пару-тройку одноклассников в любовные отношения. Спойлер, ничто никого никак не пугает, план не сработал. Ну, разве что отчасти. Ира Карасуме прижалась, отпускать не хочет. Одним словом, страшно, другим словом, беда. Теперь все хотят ускорить развитие романтической линии между учителями. В честь такого можно даже наряд подготовить, ужин на открытом воздухе устроить и что-то невнятное про готовность деления, умножения сказать. Тогда он, конечно же, все равно никаких намеков не понял, так что, ладно. Куда важнее, оказывается, остался еще один свободный мне учебный день. А значит, самое время посетить мощнейший фестиваль. Где, к сожалению, не пройдет, кто-то где-то на секретной миссии пенсионера поделил. Обидно, досадно, но счастливое времяпровождение никто не отменял. Потому ребятки рыбу половили, призы все собрали, дополнительную поддержку бедного учителя оформили. Все. Что до финальной поддержки самих учеников, так в честь недавней успешной попытки деления призовой фонд увеличили с 10 до 30 миллиардов денег. Почетно. И снова. Огромный пудинг! Ну, в смысле, ребятки под чутким руководством Кайда реально приготовили тотальный, фатальный, килотонный кусок желе, потратив кучу бюджетных денег и избыточно произведенные яичные желтки. Конечно, все это очередная попытка, уловка, мема, схема с бим-бомбой прямо в основании сладости. К несчастью, Кура все заранее понял, по запаху определил, детонатор от сахара, прокопав подземный тоннель, отсоединил. Зато всем досталась личная порция глюкозы. Поздравим! Но отдыхать тоже, понимаете, нельзя. Учеба, тренировки, теперь физподготовка еще требовательнее. И вместо обычных игр на перегонке одноклассники вынуждены бегать, прыгать, прятаться в горной местности, в то время как Карасума ловит всех и каждого, а осьминог следит, чтобы никто никуда не да. Ладно, вру. Желтоголового подкупить, обмануть, задача легчайшая, простейшая, он вон какой добрый. Всех просто так отпустил, даже платы не взял, как говорится, все для людей, все как у людей. А у людей беда. В городе объявился какой-то извращенный маньяк, посягающий на личные вещи. По приметам описанию, точно учитель Кора. Он, правда, отнекивается, оправдывается, мол, ничего такого гнилого, злого, злополучного, злочастного не совершал и никогда бы не подумал. Но факты, понимаете ли, говорят сами за себя. Получается тотальная депрессия. Благо герои тупо уверены, что авторитет в глазах учеников однозначно дороже и важнее, а значит, объявился какой-то самозванец, которого нужно вычислить, словить, поймать и вычислить. И ну, представляете, прямо на потенциальное место преступления пришел и сам Щупальцевый, чтобы лично обезвредить фальшивку. К несчастью, обезвредили самого Шиза. Потому что все очередная новая тотальная ловушка от Итана, которых брат, ну не брат, но прямо как брат, короче говоря, предстоит резня. И вот все бы могло идти по плану, но нет, старые уловки уже нисколько не работают, потому что настоящий учитель должен тоже учиться и совершенствоваться вместе со своими студентами. Так что Кора уже освоился, приспособился, из клетки выброса, противника угомонил, попросите, беда. Оказывается, в этом план Шуешника и состоял, потому что с этого момента Итан организации больше не нужен из-за его никчемности. А это значит развитие Шизы, неуправляемость и тотальная атака городских достопримечательностей. Выходит, ничего не поделаешь, придется помочь спасти Горемычного. А там, представляете, очередная засада со все различными подготовленными гнилыми дымовыми приколами. А после того уже еще одна засада, но кому какое дело? Помехи устранены четко, быстро, оперативно. Ведь команде Желтоголового преданы уверенные ученики, с которыми конторе санитаров не совладать, и все планы таким внеплановым вмешательством будут разрушены. Досадно, конечно, но попытки в будущем никто не отменял. А что до Итана, так его голова все равно начала отражение щупальнических клеток, и долго чел не протянет. Выход один: устроить тотальную дружескую поддержку, вспомнить прошлое, былое, как бедняга стал киснуть из-за провала маркетинговой кампании родителей, сравнивать с тем, как другие бедолаги пытаются вести семейные дела, и получается все: принять, понять, простить, смириться, ошизеть, выздороветь, спасибо, пожалуйста, поздравим с новым одноклассником. Как говорится, новый день, новый кринж. Итан изобрел, сконструировал, смастерил настоящий радиоуправляемый танк. Боезапас, конечно, мало, но это не беда. Главное попасть в самую уязвимую точку цели, которая находится где-то в районе галстука. План, если что, не рабочий, устройство с малым углом обзора, совсем не маневренное, еще и легко заметное. Значит, правильно, нужно все исправить, пофиксить, модернизировать. Впрочем, даже с учетом всех улучшений, машина даже с обычным хорьком не справилась. Помянем. Там еще был какой-то мем со значениями имен, кому что подходит, позывные, кодовые, все в этом духе. Ничего важного, потому я это тупо скипнул. Все, что вам нужно знать, очередная тренировка прошла безрезультатно. А имя Геродот означает данный герой. Кем данный, кому данный, когда, как, я не знаю. Это пишите в комментарии. А еще, вот это да, клиффхенгер. Мутная семейка Асана опять обсуждает какие-то гнилые дела по части тотальной школьной иерархии. Как хорошо, что в моем дискорде никакой дискриминации нет, зато есть денчик, за пин которого вы получите перманентный бан. Смотри, что есть. Здравствуй, Денис, а правда, что если тебя пингануть, ты вот забанишь человека? Иди на Можно не материться? Ладно. Так это правда? Нет. Ссылка
в описании. Из нового, но старого, но ранее неизвестного. Старосты горемычных подрабатывают официантом в каком-то кафе на окраине города. И вот, казалось бы, а что такое? Но оказывается, это нарушает какие-то школьные правила. Одним словом, кринж. Другим словом, так и быть. Асад-младший готов ничего никому не рассказывать, но взамен ребятки устроят тотальную игру с бревнами на спортивном фестивале. Спойлер, игра реально будет, тупо взять на себя ответственность за нарушение ребятки товарищу не позволят. Правда, кто бы мог подумать, у А-класса не только численное преимущество, но еще и мощные тестостероновые бойцы, обучающиеся по обмену. Но, конечно, даже так, где класс чудесным образом все подстроил и обернул проблемы тяготы и невзгоды в личное преимущество. И получается, поздравим с победой. А что-то недовольство директора кринжовыми просчетами нерадивого сына, так это мелочи, совсем не важно. Ведь у ребят остались бесплатные пироги. Между тем, тренировки, паркур, прыжки, полеты, взлеты, падения, тупо заиграли, запрыгались и случайно упали на деда. Осу, простите, ждаю. Но ничего, главное, пенсионер жив, здоров, разве что ушиба, растяжение, придется пару недель полечить в больнице. Досадно, обидно. Зато тем временем в отсутствие старика горемычные услужливо возьмут все его рабочие обязанности на себя. Дед, что вы знали, абсолютно чистого старого сердца занимался благотворительным поддержанием работы детского сада с никому непригодными неучами. Ну и раз здание шаткое, рушится прямо на глазах, то помимо усилительных работ с детьми, нужно еще и второй этаж отстроить, смастерить, сколотить, почетно. Уважаемо, дед тоже доволен, все вышло даже лучше, чем он мог себе ожидать, представлять. Еще велосипед бодрили и с ребятней поладили. Молодцы. Правда, время потрачено на вот эту мирскую жизнь вместо подготовки к экзаменам, а значит закономерно фатальный провал. А класс радуется, зазнается, гниль. Благо, хотя бы карма ко всему был предупрежден заранее, среди отличившихся занял аж второе место. Не пера, конечно, но тоже хорошо, еще даже неплохо. А насчет остальных, так то на самом деле разовые уступки гнилым соперникам, и больше подобное точно не повторится. Ладно. Из категорически критически важного. Горемычные помешали учителю пожарить еду, а все потому, что хотели прямо сейчас, сию секундно, безотлагательно похвастаться новой модной броней, разработанной для мощных вычислений. Да. Тем временем, понимаете, прошел день рождения Ирочки, а ее никто так и не поздравил. Значит, нужно как-то выровнять ситуацию. Раз больше всего положительного она хочет получить от Карасумы, нужно все подстроить так, чтобы голубки разлучились. И пока одна играет на фортепиано, другому можно вручить букет недавно приобретенного цветочного торговца. Ну, того самого, который на медне вызвал скорую для велосипедного деда. Ребятам даже скидку сделали. Правда, учительку все устроено, а почему-то вообще не обрадовала, наоборот. Она вон как разозлилась, все побросала и ушла. Так что больше ни слуху, ни духу уже несколько дней. И тут, представляете, под шумок без единого звука в кабинет без стука вошел тот самый цветочник. Какими-то фотокарточками козыряет, про букеты рассказывает, одним словом гниль. Спасительная встреча уже сегодня, сообщать никому нельзя. Придется идти вот так напрямую напролом. И чтобы вы думали, конечно, все оказалось специально построенной ловушкой и вообще. Ира была с тварью заодно. И теперь, когда горемычных схватили, за ними явно придет Кора. А там можно и деление устроить, и подписки оформить, и комментарии с анекдотами написать, и вступить в Дискорд по ссылке в описании. Что до резни, ее не будет. Товарищи обманули желтоголового, в ту же клетку к ученикам отправили, теперь все. Финита комедия, гниль затопит все водой, бежать будет некуда, тотальный финал. И представляете, ну то, что среди жертв будут какие-то там ребенки, ему вообще плевать, потому что спасение мира, ну точно важнее, чем пара-тройка издержек. И вот тут такая, понимаете, драма, мысли, схемы. Карасума вспомнил, как правительство поручило оставить вопрос сохранности ребенков на ситуационные обстоятельства и личное усмотрение. Ну и лично он все понимает, принимает, нужно противника делить, студента спасать, а там что-то как-то разберется. И кто бы мог подумать, тварь даже не побрезговал пожертвовать напарницей, лишь бы остановить потенциального вредителя. Благо вояку не зря обучали, он остался жив, все, здоров и даже Иру из-под завала вытащил. Руку перевязал, вражину перехватил, обдурил, схватил, в лужу сбросил, а там наконец и фатальная баталия. Жаль, у врага не в рукаве, а прям в пальце был огнестрел. Мелкий, крохотный, ну и мелкая рана во рту, и достаточно, чтобы давление само разорвало человека изнутри. К счастью, Кора не человек и попал через щупальцу, поэтому бим-бом-бим-бом-бум-бам. Гниль на землю уложена, обезврежена, почетно, поздравим. В честь успешного спасения можно даже закрыть глаза на неположительные мувы учительки, и того лучше вручить подарочный цветок. Спасибо. К слову, что впредь не подвергать ребят опасности, Карасума договорится с правительством на поправку в вопросе денежных выплат. Мол, никому ничего не дадут в случае, если кто-то из людей по ходу вычислений пострадает. Заодно еще появился новый делительный план, в котором примут участие все, но это уже совсем другая история. А пока бедолагам нужно определиться со своей будущей профессией. Нагиса, представляете, хочет стать математиком. Ну и казалось бы, а зачем, почем, почему так, но все проще простого. Он таким образом хочет стать независимым и уйти от осуждаемых арбузерских, материнских, опекунских отношений. Там физичка, никто не мог подумать, тотальная шуешница. Ей кто-то наплел, что за конкретную плату можно класс Е покинуть и по карьерной лестнице подняться. А она в свое время такого совершить не смогла, да и женщина из нее выросла не очень. Так пусть, хоть из сына получится нормальная, да. Кринж, простите, полный. Но проблема есть проблема, нужно решить, сходить на встречу с учителем, поговорить, поругаться, честность бытия и бесперспективное существование принять, понять, осознать и в честь такого сына за ужином снотворным накормить. А все для того, чтобы Нагис исполнил один из девизов Шуе. Поджег сарай, никаких препятствий на путях
местах не осталось. Что делать? Неясно. Как быть? Непонятно. К счастью, тут как тут совсем не по счастливой случайности объявился какой-то очередной вычислитель, который даже готов удалить непутевую вставшую на пути женщину, раз в правительственном приказе с денежными наградами говорилось только про детей и ничего о взрослых. Благо все решилось, разрешилось, горемычный противника чудным образом поделил, биоритмы услышал, прослушал, молодец, боец, гордость партии, а насчет профессии нужно еще несколько лишних раз подумать, ради чего и для кого оно нужно, и не лучше ли вместо математики стать физиком-ядерщиком? Не лучше. Между тем опять снова еще один культурный фестиваль, в этот раз пропитательный. У А-класса фанфары, айдолы и прочие увеселительные выступления. У Е-класса кринж. Простите, в смысле, Нагиса, на которого снова натянули юбку. Ладно, не простите, действительно кринж. Но что главное, тем самым физичным посетителем оказался влиятельный ресторанный кретин. Потому на следующий день на гору горемычных выстроилась целая очередь. Поздравим! Впрочем, много радоваться тоже не стоит, потому что продукты заканчиваются, а истощать природные ресурсы никак нельзя. И вообще-то поступок гнилой, сказал Кора, откусивший половину луны. Понимаю. Но среди всего этого самое главное, что Нагис окончательно бесповоротно помирился с матерью. А в школе все только и говорят про успешный успех Е-класса, закрывшегося всего на второй день фестиваля, но при том того все равно занявшего 3-е место. Проще говоря, директор доволен. Стоп, что? В смысле доволен? Не понял. Ладно, смотрите, все дело в том, что директор полностью ошизел и теперь сам лично будет обучать А-класс, раз сынок с такой легчайшей задачей не справляется. А это значит все, тотальная ненависть, фатальная учеба, духота, беда, боль, страдания. И Асана даже вот так чисто по-человечески умоляет, просит горемычных занять лучшие места на предстоящих экзаменах, потому что отец не прав, система обучения с гнилыми намерениями устарела, и вообще нужно стремиться превзойти родителя, потому здесь так чисто случайно сложилось, что цели ребят совпадают. Ладно, значит можно подготовиться, поучиться, скипнуть душный диалог учителей о причинах и следствиях тягостной преподавательской работы и наконец приступить к самому главному — экзаменам. Там, чтобы вы знали, тотальная резня. Вопросы один сложнее другого уровня, ниже 10-го курса университета, высшая математика, фатальные вычисления, поражения, выражения, деления, умножения, подсчеты, пересчеты и прочие простые числа. Если коротко и по делу, шизы победили, Карма получил заветное почетное первое место. Если не коротко, с условием продемонстрированного задача решена неверно. И когда мы имеем дело шарообразной формы, вычитая объем вписанной сферы из куба, мы получим А в кубе минус 4/3 пи умноженное на вступление в Дискорд по ссылке в описании. Тем временем вообще не время праздновать, потому что, представляете, здание Е-класса отдали под снос. А все потому, что директор окончательно и бесповоротно обозлился на свою никчемность и даже выдумал тотальный план по делению кора, миновать который никак не получится. Ведь иначе горемычных сошлют в новый корпус, построенный по принципу исправительной колонии. Желтоголового так вообще уволят. План простой, но тотально действенный и эффективный. Нужно решить 3 задачи за 0 секунд, с учетом того, что каждое просроченное время активирует детонатор, и осьминог, получается, все киснет. Обидно, досадно, благо на том попытки наконец-то могут завершиться. Неплохо, Шизик получит денежное вознаграждение от правительства, с которым сможет распространять свою систему образования по всей стране. Гниль, мерзость, беда. К счастью, первая задачка оказалась всего лишь заминкой. Так Кора знает ответы на вообще все, потому что выучил вообще все. Получается, повезло. А что за директора, так он вместо односторонних условий припас задачку и для себя с натуральной бим-бомбой. Одним словом, флешбэк. Асана раньше, оказывается, был прилежным, почетным, неосуждаемым учителем. Его так чисто по-человечески открыл на горе ветхую школу для 3,5 учеников, чтобы те смогли тренироваться не только умом, но и телом. В спорте, правда, никто тоже учителя превзойти не мог. Зато мощнейшая программа позволила бедолагам успешно поступить в среднюю школу. Они вон даже в честь благодарности зажим для галстука преподавателю преподали. Жаль, потом спустя пару-тройку лет так неудачно вышло, что баскетбольный горемычный сыграл в кольцо. И все. Асана пришли тотальная депрессия и понимание бесперспективности системы, в которой ученики выпускаются неспособными постоять за себя. Ну и все, так появился главный корпус, а горный стал местом для самых немощных. И представляете, Шиз вот так без колебаний взял да открыл книжку. А это же бим-бом-бум-бам, благ все живы целы. У Кора же была лишняя спасительно непробиваемая старая кожа, которая осьминог вот так услужливо поделился с коллегой. Ведь все дальнейшие действия были очевидны, потому что оба учителя одинаковые. И вот этот, получается, директор так бессознательно все, что делал после Шизы, тоже делал на благо во славу своей первичной идеологии. И именно он создал и воспитал нынешний мощнейший Е-класс все в том же корпусе, где начал карьеру. И того почетно уважаемого в честь дружбы, мира, жвачки и успешных экзаменов даже можно поведать важнейшую слабость осьминога. Если схватить все щупальца, он не сможет двигаться. Звучит неплохо, на деле невыполнимо. И там еще опять был фестиваль с культурой, сказками и баснями на сцене, но и лучше эти кринжовые истории скипну, а вместо них расскажу анекдот. Однажды некий Геродот вспорол случайно свой живот. Ну, собрались античные мудрецы думать, как излечить товарища. Нужно камнем придавить, предложил Архимед. Нужно углем прижечь, диагностировал Гиппократ. Нужен подорожник, воскликнул Сократ. А может есть средство подешевле? Спросил вдруг Геродот. Ну, все посмотрели так подозрительно на больного и решили помочь бесплатно. Архимед принес валун и повалил сверху. Гиппократ привез тонну раскаленных углей и тоже туда их поверх. А Сократ постановил: я продолжение Аника не знаю. Между тем, раз все важные экзаменационные фестивальные дела завершились, пора и уборку провести. Он, как какая-то хозяйственная, даже Нагису с собой позвала,
а там и Кора чисто просто пришел помочь. Как вдруг, вы представляете, откуда ни возьмись, прямо посреди сарая появилась яма. Осьминог упала, гремящая щупальца отрастила, волосы распустила и прыгнула туда же, за ним. Как что, почему, я вам даже объясню. Оказывается, все это время бедняга скрывала ненависть и злобу и все ждала фатального дня, когда можно будет отомстить за свою сестру. А до того просто притворялась беспомощно, играя такую вот роль. Благо, навыки прошлой киношной профессии пригодились, но мстят, значит, за старшую сестру по совместительству бывшую преподавательницу Е-класса, которую кто-то когда-то поделил, а рядом с Аткишей Кайда случайно застала Шиза и соответствующие записки, ампулы, информацию, вот это все. Ну и все, раз за разом деление не удалось, нужен раунд 2. В чистом поле со всеми одноклассниками, которых кто мог подумать, ни в какие гнилые поступки учителя не верят. Требует, просит выслушать, понять, принять, но прощать никто, конечно, не собирается. Вон Гремычный уже захватила Шиза, жажда крови, мяса, резни и прочих вычислений. Помянем. Ладно, если по делу, спасать бедолагу как-то нужно. И у Кора на это счет даже есть тотальный план. Значит, нужно всего-то подставить под удар свою слабую точку, и когда Кайда решит, что дело в шляпе, ребятам нужно будет выдумать что-нибудь такое, чтобы на мгновение усыпить бдительность Шизички. Тогда-то и станет возможным извлечь щупальца из организма. И ну, представляете, Нагиса не придумал ничего лучше, чем тупо поцелуй. Мол, ну не может такого быть, что прямо-таки все пережитое вместе за прошедшие месяцы было ложными чувствительными чувствами. А дальше, вы знаете, все успешно, почетно, спасибо, пожалуйста. Но вот незадача на горизонте уже маячит санитар со снайпером. Одним словом гниль, другим словом флешбэк. Санитар этот никто иной, как ученый, как раз таки разработавший чудные усилительные конечности. А учитель, выходит, был первым подопытным в пакостных экспериментах. Там же была сестра Кайда, которая тупо занималась наблюдением. Там же был цветочник, который сдал своего товарища по оружию в лабораторию. Ну и вот эти опыты, эксперименты, наука, вживление чудных клеток прямо в организм по итогу привели к тому, что некогда первоклассный всемирно известный тайный математик Шинигами ошизел. Правда, никто, кроме него самого, об этом знать не знал, не догадывался, а он все каким-то чудесным образом направлял ход экспериментов в свою пользу, накапливая, увеличивая внутреннюю мощь. Еще где-то мимоходом бедняги через стенку общались, болтали, шалтали, рассказывали о жизни, бедах, проблемах, несчастьях, о том, как учительке не удается найти общий язык со своим нерадивым классом, она им ну очень хочет помочь. Плюс в честь годовщины в подарок Шизу галстук купила, но что самое важное, экспериментальная крыса, находящаяся на Луне, тупо аннигилировала. А это минус половина спутника, подсчеты, теории, расчеты и вывод. Что с человеком то же самое произойдет приблизительно через год. Получается, щупальцеву нужно непременно выбираться, ученых делить, путь расчищать. И вообще-то он даже не против исчезнуть вместе со всей землей, но кто бы мог подумать, представить, откуда не возьмись, вот так выпрыгнула, выскочила, обняла добрая душа. Говорит, злодеям быть плохо, вообще следует учить, обучать всему хорошему против всего плохого. Как вдруг вот это да, сработала ловушка, и все, получается, продырявила бедолагу. Горе, слезы, сопли, слезы. Но последнюю просьбу скисающей так и быть можно выполнить. Е-класс, учеба, вот это все, сами знаете. История печальная, прискорбная, все в шоке, я в шоке, что теперь делать, ребятки, не знаю, потому что депрессия. У Нагиса, правда, есть очередной непонятный невнятный план, каким-то невообразимым образом спасти Кора, если это вообще возможно. Одним словом, удачи. Неблаго в классе гниль, беда, печаль, раздор. Карма еще полкласса с спасительными попытками не согласна, это значит только одно. Решать вопрос предстоит в честной пейнтбольной дуэли. Кто куда, за какую сторону, объяснять не буду. Схемы душные, долгие, не смешные. Главное, что вам нужно знать, стратегии, ребят, провальные, нерабочие и вообще кринж. В финале опять снова сошлись два старых заклятых друга, лучших врага. Проще говоря, очередной повод показать флешбэк о том, как Гремичные сначала сдружились, потом разошлись, потом подружились, потом нет, потом да. В общем, если коротко, герои потанцевали, поплясали, почему никто не останавливает происходящее, если это вот тот самый прямой физический вред ученикам, который выходит за правила рамки уставов, не знаю. А все, что вам нужно знать, так это то, что Нагис опять все построил, подался, подменил, подметил, обманул, но не сдался и по итогу взял товарища прямо так на удушающий флешбэк с честью, гордостью, отринутым страхом, участвовать в драках, битвах, сражениях, получается все. Карма сдался, команда спасителей победила, поздравляем. В честь такого природа очистилась, старая дружба вернулась, одним словом, благодать. Не благо вычислений Кора со стороны других гнилых математиков никто не отменял, потому на все про все у ребят времени не больше, чем до конца месяца, а потом придется смириться с фатальной участью. И кто мог подумать, у ребят даже есть потенциальные ресурсы базы данных, потому что очевидно, правительства других стран в том числе экспериментируют над получением подобных прорывных биотехнологий, а значит где-то должна быть информация по вариантам путям спасения предотвращения концов света. Документы разработки, к слову, хранятся в общедоступном месте на международной космической станции, куда ну буквально каждый день летают ракеты. Так что ребятки могут вот, да, представляете, сесть на одну из них. Правда, свободных мест всего два, значит полетят правильно Нагиса и Карма. И вот одноклассники как-то даже проникли на охраняемый объект, данные подменили, в кресло уселись и того лучше. Во время взлета безо всяких тренировочных испытаний не расплющились, а даже наоборот вполне хорошо себя чувствуют, еще и говорить могут. В итоге прилетели, пристыковались, поздоровались, данные скопировали, поболтали, повеселились, пора обратно в путь. А там можно в атмосфере не сгореть и перед Карасом за превышение полномочий извиниться и с классом воссоединиться. Что до исследований, так оказывается, чем больше существует, тем меньше вероятность бимбома. А нестабильные формы еще больше снижают делительные возможности. Если коротко, желейный осьминог будет просто медленно испаряться на протяжении столетия. Впрочем, вот эти новые мемы вычислительных планов правительство не отменяет.
отменяют, да и ребятки ничего не отменяют, потому что почему бы нет, время деления было веселым, можно продолжить. И раз остался всего месяц, нужно вступить в Дискорд. Извините. Нужно использовать потенциальное время с максимальной пользой, ну понимаете, планы на будущее составить, жизненные пути выбрать, вот это все. И конечно, беда, Наггиса до сих пор не определился, не знает, кем хочет быть, стать есть, потому что его навыки не то чтобы где-то вообще были необходимы. И точно, можно же стать учителем. Еще, если вдруг кому-то не плевать, там целая серия была посвящена Дню Святого Валентина и подарочным шоколадкам, не свершившимся попыткам признания Аль-Каиды и прочему кринжу. Самое важное, что нужно знать, правительство наконец подготовило финальный фатальный делительный проект, а директор скоро мило побеседовали о будущем школы за чашечкой кофе. Чтобы не случилось, оставаться на должности желтоголовый точно не собирается, его миссия все подходит к концу, обидно, досадно, но ладно. Там еще Карасума наконец-то ответил взаимностью на чувства Ирины и пригласил жить к себе, что, впрочем, совсем другая история. А что да нет другой, так можно и нужно сделать фотографический выпускной альбом с жабами, косплеем и прочими бесполезными кринжовыми карточками. Учеба наконец-то завершается, ребятки прощаются, даже Карасума рад проведенным с гремичными дням. Было доброкачественно, положительно, не отрицательно. К счастью, несчастью, тех самых правительственных планов никто не отменял, потому луч, заряд, купол, финальная подготовка и новости по всем телерадио-видеоканалам. Ситуацию обставили так, будто кальмар захватил учеников и удерживал их, что, конечно, абсолютно осуждаемо и требует безотлагательного деления гнили. Правда, прямо так сразу не получится, придется подождать еще неделю до полного повторного заряда устройства. А за это время ребятки как раз успеют поговорить с Карасуми, понять, вспомнить его слова и наставления, принять, что преподавателю деваться было некуда, работа такая, соответственно, приступить к мощнейшему плану по спасению Кора. И как-то так незаметно все 7 дней пролетели до бесповоротного, да, осталось всего пара часов, значит нужно поставить лайку, подписку, заботу, работу, Геродоту, анекдоту, доту, что? Ладно. Благо так чудесно получилось, что обмундирование у ребят никто не изъял, а вояки оказались абсолютно неподготовленными лохами. Но был там, правда, один никчемный, который даже умудрился пару дротиков не словить и какое-никакое сопротивление оказать, но сами понимаете, сопротивление никакое. И его вылечили. Ну а дальше могли быть душные беседы, разговоры, терзания, думы, куда и как убедить весь мир, что 1% почти что 0 и никакой опасности осьминог для людей не представляет, но представляете, вот так нежданно-негаданно объявился санитар. Еще и вместе с цветочником, у которого теперь тоже 101 щупальце. Шиза и вдвое увеличенная боевая мощь в сравнении с прототипом. Значит, будет преподавательский флешбэк с первым неудачным опытом обучения и того лучше. Настоящая, финальная, фатальная, бесповоротная, беспрецедентная, флуоресцентная резня. И, казалось бы, Кора даже может что-то противопоставить паре противников чисто на опыте, но здесь же ученики огнеделением детей не брезгуют, потому что придется тупо впитывать урон, чтобы прикрыть молодых. А там и Карасума сыры подоспели, но тоже, они же люди, контрить сверхсуществ, нечем, обидно, очень досадно. Тотальная беда. Тут еще мог быть такой лиричный, трагичный, прощальный, душный монолог о важности учеников, обучении и прочих схемах от Шиза, но вместо этого будет внезапное вступление в битву Каэда, который свою вину понимает, принимает, признает и хочет все вот эти вот душевные раны залечить, отплатить, показать, кто есть кто, где люди, где не люди, почетно, уважаемо, молодец, да. Ладно, если по факту горемычную тупо проткнули насквозь, одноклассники в шоке, учитель в шоке, все в шоке, я нет. Но что еще можно было ожидать, зато, понимаете, получилась семейная традиция. Извините. А по поводу дуэли все пыхает, пылает, горит, огонь, лед, трубы, медь, золото. Короче говоря, белый свет, кальмар победил, ученика поделил, цветочный флешбэк оформил, спасибо, пожалуйста, не за что, благодарю, здоровья, счастья, удачи, душный диалог в придачу. Главное, что нужно знать, Кора все прошедшее время тоже учился, совершенствовался. И только ради одного того, чтобы если произойдет беда с гранью жизни и не жизни, Шиз успел излечить пациента. Операция прошла успешно, а про небесный лазер все, похоже, забыли. Поздравим. Ладно, вру. Никто никуда не да, вон звезда в небе светит. Осталось меньше получаса, ребяткам нужно точно решить, кто хочет делить, кто не хочет. И ну представляете, все не хотят и все хотят. Ну, сами понимаете, вычислять придется, иначе награды не видать, да это так называемый студенческий долг, все такое. Но перед тем нужно еще одна лиричная, трагичная пауза, финальная, прощальная, общая перекличка, которая длилась 5 минут! 5 минут, понимаете, серьезно, такие мощные 5 минут чистого хронометража. А после, представляете, Наггис еще 5 минут не мог опустить ножик. Проще говоря, лиричный, трагичный, печальный, прощальный, фатальный, простите, кринж. А совсем еще после гремичной 5 минут хныкали, сопливили, плакали, слезили, рыдали, ревели, слюнявили. Печально, обидно, грустно. Может, в честь такого лайк поставить, ну или на рутуб подписаться. Ну или, не знаю, анекдот написать. Из важного выпускные альбомы ребяткам все-таки достались. Из еще более важного сам выпускной. Здоровые родители Наггиса, слезы, сопли, телевизионщики с камерами, помощь от так-класса, автобусы, отмена гнилой образовательной системы вкупе с празднованием нового начала, со старыми молодыми, но действительно постаревшими первыми учениками директора. Лирично, трагично, деньги, кстати, реально выплатили, жаль не мне, но ладно. Зато Луна сломалась и под гравитационными силами начала возвращать былую форму. А еще где-то за кадром Карасума с Ириной таки поженились. Вот что правда, то правда. Поздравляем, желаем здоровья,
счастья, здоровья и всего самого хорошего. Что до горемычных, так вот они спустя 7 лет вернулись на гору, и у всех все вообще отлично сложилось. Вон даже Рицу, которая программа стала какой-то популярной авторкой в интернетах. Но что самое главное, Нагиса подстригся, не вырос на сантиметр и стал учителем в каком-то гнилом никудышном классе. А самое важное среди всего этого, тайтл закончился. А что до лирики, трагедии, комедии, во втором сезоне ребятки даже в опенинге смешно не прыгали, так что можно вместо них попрыгать, побегать, полайкать, подписаться, попройти по всем ссылкам в описании, там Телеграм, Дискорд, Контакт, Рутуб, Утуб, Пупуп, Клуб, Сруп, Зуб, Дуб, Куб. Пока.